Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие позиции произошли в SOTOS FTC и как это изменение позиций возможно повлияет на следующую неделю на движение ключевых активов. Давайте начнем с календарика, посмотрим календарик и дальше то, чего не хватает, посмотрим на специализированных ресурсах. Ну, что тут хотел заметить в начале. Вышел индекс цен производителей по России год к году, июнь, 31%. То есть видите, какое большое значение и как такое значение оно может оказывать влияние на инфляцию и на то, что на самом деле сколько стоит продукция, которая продается в различных торговых центрах и магазинах. Так, давайте начнем с металлов. Что тут по металлам? По алюминию идет боковик. С алюминием ситуация не до конца ясная, потому что алюминий во многом это еще и самолетостроение. Самолетостроение, если в мире накатывает третья волна коронавируса, коронакризиса, то, соответственно, самолеты пока летать особо не будут. Далее по меди. По меди пошел рост лонгов, до этого была просадочка. Если мы переходим на график сравнения цен на нефть и то, что происходит с сотами и с FTC, еще раз обращаю внимание, я анализирую позиции нон-коммерсов, так называемых американских спекулянтов, которые публикуются в основном, как правило, если нету праздников, в пятницу вечером в 22:30 или 23:30 по Москве, и они отображают фиксацию, срез позиций, который был во вторник вечером, несмотря на то, что есть определенный временной лаг, с высокой степенью корреляции. Эти данные, они указывают на то, как будет развиваться движение на следующей неделе. Это не означает всегда, что если позиции растут, лонговые, то будет рост соответствующего актива, хотя в большинстве случаев это так. Но есть определенные зависимости, позитивная, положительная корреляция. Говоря на языке математики, более 70% в данном случае по ряду активов. И даже если не происходит положительной корреляции, всегда исходя из этих движений можно понять, как будут развиваться события. Ну, во всяком случае, я могу понять и по возможности донести до вас. Так, друзья, но то, что касается меди, здесь сейчас вот это снижение, которое было, уже наметилось, оно несколько недель назад была попытка его сломить, и на текущий момент по меди пытается развиться отскок с целью потестить ранее достигнутые максимальные значения. Вопрос, насколько это удастся, потому что тучи начинают сгущаться, с одной стороны. С другой стороны, как ни крути, так называемые бутылочные горлышки, которые возникли в ряде отраслей, которые привели к росту комплектующих и товаров, они так или иначе поддерживают цены на медь, с одной стороны. С другой стороны, то, что идут деньги в рынок, вообще в мир, продолжаются меры количественного смягчения, помощи, это определенным образом позитивно влияет в том числе и на медь. И поэтому, я думаю, предстоящая неделя, она пройдет, ну, либо консолидация, либо попытка какого-то небольшого роста, ухода цен на медь вверх. Так, друзья, ну дальше то, что нас в наибольшей степени волнует, это, конечно же, сырая нефть. Здесь идет боковик. Ранее на прошлой неделе началось снижение. Так, давайте перейдем к графику. Вот эта голубенькая линия нон-коммерса. Сверху, соответственно, идет график недельный таймфрейм свечи. Ну, здесь WTI. На самом деле зависимость у бренда WTI одинаковая, поэтому здесь циферки немножко отличаются, но суть от этого не меняется. Итак, смотрите, что у нас было. У нас в предыдущей неделе произошло небольшое снижение с 522 до 497. И на этой неделе мы увидели попытку тестирования $72 за баррель по нефти Brent. Был расколбас, цены ходили туда-сюда. Вот, да, здесь по сути уже идет попытка начать корректироваться, откатывать. Тут уже и сам ОПЕК выступил. Они сейчас новую парадигму воздвигли, что текущие цены на нефть, они создают значительные риски
для роста и поддержания мировой экономики, поскольку приводят к дополнительному разгону инфляции. И это в наибольшей степени бьет по тем странам, которые третьего мира, которые не развиты. То есть это даже по их мнению, по их информации, потому что они заявляли, текущая ситуация с ценами на нефть, которые послужили участниками роста вообще общемировых цен, она создала очень критичную ситуацию во многих небогатых странах. В частности, Африка полыхает, в ЮАР идут восстания. Хотя, казалось бы, ЮАР это, в общем-то, оплот спокойствия и процветания, вроде как в Африке, ну, за исключением ближневосточной части, там, где побережье граничит с Европой через Средиземное море. Вот. И поэтому саудиты, исходя из этой новой парадигмы, несколько обеспокоились. Ну, потому что если начнутся массовые волнения, захлестнет это их, у них там под боком много стран, которые могут быть дестабилизированы. Потом, если все срывается в галопирующую гиперинфляцию, соответственно, экономический рост во всем мире будет раздавлен, и это приведет к тому, что цены на нефть в конечном итоге пойдут опять вниз. Вот. Поэтому очень непростые переговоры, непростые решения. Помимо этого, там масса личных обид между Арабскими Эмиратами и саудитами. И на фоне этого мы видим такое колебательное движение и попытка нефти откатиться, сходить вниз. Если рассматривать вот этот график, который сравнивает позиции СОТ с тем, что происходит с ценами на более длительном промежутке времени, то здесь видно, несмотря на то, что начинается стагнация и попытка сокращать лонги, пока еще растущий тренд по нефти, он не преломился. И, собственно говоря, мы на этой неделе и видели, несмотря на то, что 74 был пробит, уперлись в следующий уровень, который очень сильный, это 72. За последние недели уже как бы такой горячий рост, он немножко приостановился, началось тестирование нижних границ, но тем не менее на текущий момент пока еще спрос превышает предложение, и это является тем драйвером, который не дает обвалиться ценам на нефть. Ну и сейчас текущее изменение с 499 тысяч на 497 указывает на то, что на предстоящей неделе по СОТ СФТС наиболее вероятно будет боковик в ценах на нефть. То есть наиболее вероятно будет колебательное движение сначала 72-74 по бренту, и потом попытка 74 пропить, сходить, отработать цель, которая на 77,6 зависла. Если все-таки 72 будет пробито и пойдет устойчивая проторговка под этим значением, то, соответственно, это приведет к дальнейшему снижению и, возможно, даже обрушению цен на нефть. Но я думаю, такой сценарий сейчас летом маловероятен, а вот осенью, в сентябре-октябре, в зависимости от ситуации в мировой экономике, в зависимости от того, как будет сезон ураганов в Соединенных Штатах развиваться, здесь мы тогда посмотрим, произойдет или не произойдет надлом и движение вниз. Пока что здесь наиболее вероятно по нефти боковик на предстоящей неделе. Боковик и попытка подняться на 74 и закрепиться выше 74. Так, друзья, далее золото. По золоту очень интересная ситуация. Масса прогнозов была от Инвестдомо по поводу того, что золото вот-вот обрушат. Но смотрите, когда в мире неспокойно печатают деньги, вероятность обрушения золота, она не очень велика. Потому что надо как-то от инфляции спасаться, ну или, по крайней мере, создавать какие-то НЗ, которые будут не подвластны инфляции. Для этих целей в наибольшей степени подходит золото. Есть еще крипта, биткоин, эфириум, но сейчас, судя по всему, начался цикл на очередное выдавливание крипты. Но я могу сказать так, по поводу криптовалют, уже такой цикл был после того, как были пиковые значения достигнуты в декабре 17, в январе 18 года, потом ее типа раздавили, загнали под ковер, все говорили, что это ерунда, что это мусор, это эрзац валюты, это шлак, это навоз и так далее. И потом через какое-то время она воспряла. Возможно, действительно, на текущий момент ситуация схожая, когда его очередной раз раздавили и под ковер загнали. Вот. Но я думаю, здесь цикл, возможно, даже если снижение он и не закончился, но в любом случае цикл роста, он с высокой степенью вероятности будет.
и будут достигнуты более высокие значения. Опять же, это связано с тем, что с одной стороны деньги печатаются, их куда-то надо загонять. И с другой стороны, как ни крути, в общем-то, криптовалюта – это очень интересное средство для вложения. Оно интересно, во-первых, потому что оно несколько надгосударственное для частных инвесторов и для фондов. С другой стороны, как бы государства не бодались и не говорили, что вот это то, что надо уничтожить, оно опасно и так далее. По сути, вот эти движения, которые идут, это отработка новых технологий. Как они работают, как они крутятся, как они влияют на экономику, как это можно реализовать и так далее. И поэтому здесь ни один процесс в мире, он не начинает сразу протекать на всю катушку. Сначала нужно в лабораторных условиях протестировать, прогнать и потом все это дело воплощать в жизнь. Обращаю внимание, что вот существующие криптовалюты, биткоин, эфириум, это никак не связано с так называемыми цифровыми валютами, которые хотят генерить государства. Цифровые валюты – это совсем другое. Криптовалюта, которая сейчас используется, это децентрализованные протоколы, то есть в которых нет единого центра эмиссии. То, что хотят сделать государства, цифровые валюты, это по сути цифровой концлагерь, когда каждая транзакция, каждая денежка, она будет кем-то отслеживаться. Так, друзья, далее давайте перейдем к нашим сотам SFTC по газу, по природному газу, недельный таймфрейм. Спекулянты делают ставку на то, что газ будет проседать. По факту недельный график мы видим консолидацию на достигнутых значениях. Пляска идет вокруг уровня 3,5. Есть еще цели в районе 5. Но пока ему вот из этого диапазона выйти наверх не дают. Возможно, этот рост он отложен до осени, когда начнется отопительный сезон. Так, друзья, далее к золоту. Что-то я немножко от золота отошел. Ну, смотрите, вот здесь позиции спекулянтов на текущий момент, их изменения указывают на то, что по золоту должен пойти цикл дальнейшего роста. Ну, здесь ближайшая цель это 1864, прямо дата гражданской войны в Соединенных Штатах. Вот. Ну и есть определенные уровни внизу, уровни поддержки, которые в случае пробития рост отменят. Эти уровни мы с вами каждый день обсуждаем. Итак, по золоту прогноз на предстоящую неделю это скорее всего рост. Так, друзья, далее серебро. Вот здесь немножко ситуация не до конца ясная. По серебру идет снижение лонгов. Спекулянты делают ставку на то, что серебро будет проседать. На самом деле, я думаю, здесь ничего страшного, будет боковик. С серебром только одна проблема – это ликвидность. Вот во всем остальном, если убрать ликвидность, оно мне даже больше нравится во всех остальных аспектах, чем золото. И даже, наверное, больше, чем платина палладий. Но, к сожалению, движения ценовые у него не очень большие, и ликвидность тоже не очень большая. Я думаю, по серебру, исходя вот из этого изменения позиции, на предстоящей неделе нас ожидает боковик. Но здесь нету такого прямо выхода для того, чтобы оно ввалилось. Есть ключевые уровни поддержки, которые не пробиты. И поэтому по серебру нас ждет консолидация на предстоящей неделе. Так, друзья, далее следующий металл будущего это палладий. По палладию идет набор позиций. Ну, здесь опять же небольшое увеличение, кардинальные изменения. Вот здесь вот произошло, после этого сразу пошел рост. На текущий момент здесь либо боковик, либо попытка тестировать предыдущего максимума, который в районе 3000 находится. Вот. Опять же, здесь никто ставку не делает на то, что палладий будет откатываться и будет снижаться. Это очень хорошо для нашего дорогого норильского никеля. Так, друзья, далее платина. По платине устойчивое увеличение позиций, по ней делают ставку на рост. Действительно, здесь вот зародился тренд. У этого тренда цель движения, ну как минимум вот сюда, вот в район 1330-1350. Надо четко понимать, что платина и палладий это братья-близнецы. Палладий в каталитическом плане чуть получше даже будет платины, но это чуть получше, это не означает, что цена должна быть 2,5 раза меньше. И поэтому движение по платине, ну если, конечно, не начинают вообще все рынки сыпаться только наверх, вот эта дельта, которая возникла с палладием, она должна схлопнуться, ну, по крайней мере, там разница должна быть, ну, процентов 20-30, исходя из
тех технических каталитических характеристик, по которым платина немножко похуже палладия. Ну, точнее как, нельзя сказать, что она похуже, она просто немножко поспецифичнее, для каких-то задач лучше палладий, для каких-то лучше платина. Но то, что касается водорода, то, что касается дожигания углеводородов в катализаторах, здесь, несомненно, палладий по своим характеристикам он лучше и более эффективен, чем платина. Ряд других моментов, связанных с химическим катализом, там спорный момент, где-то лучше платина, где-то лучше палладий. Как правило, они всегда взаимозаменяемы, но тем не менее, вот этот спред, с моей точки зрения, исходя из их характеристик, между платиной и палладией должен быть процентов 20-30. Либо палладий должен проседать, либо платина расти. Здесь уже на выбор. Так, друзья, далее позиции, которые касаются американских индексов. Там есть разные интерпретации разных индексов NASDAQ. Есть просто NASDAQ, есть NASDAQ 100, поэтому вот эти значения, они могут отличаться. И S&P. Но здесь как бы ситуация, вот это изменение, небольшое увеличение шортов по NASDAQ и, в общем-то, практически неизменное количество по S&P, я думаю, это ведет к тому, что на предстоящей неделе по американским индексам нас ждет жаркий июльский боковик. Так, ну давайте еще соты с FTC по пшенице посмотрим. Здесь идет снижение лонгов у спекулянтов, но это, по-видимому, в ожидании сбора урожая. Но с учетом того, что в Америке сейчас засуха, засушливая погода стоит, наверное, где-то середина августа вот эта картина, она поменяется на рост, я так предполагаю. Так, друзья, далее канадский доллар. Вот здесь, конечно, несколько ситуаций напрягающие, потому что идет снижение лонгов, нефть держится на хаях, вроде бы Канада цветет и пахнет, а тем не менее что-то вот как-то из канадского доллара выходит. Так, далее рубль. Здесь идет снижение лонгов. Ну, здесь действительно ситуация, она не очень положительная, потому что, несмотря на то, что выше нуля, то есть лонговые ставки, до этого был задерг на 10 тысяч, там как бы две рэперные точки, это сначала пересечение нуля, потом пересечение 10 тысяч. Вот текущая ситуация, она с одной стороны указывает на то, что американские спекулянты не делают ставку на там какое-то внезапное ослабление рубля и движение вниз, но с другой стороны она указывает на то, что никто не делает ставку на дальнейшее укрепление рубля. Опять же, мы с вами видим, что цены на нефть начинают буксовать, это раз. И второй момент, который заключается в том, что экономика, и можете посмотреть, выпуски были на предыдущей неделе по количеству банкротства юридических лиц, по ситуации в экономике, она достаточно негативная, даже если сравнивать с Европой и Соединенными Штатами. И, соответственно, негативная ситуация в экономике, она никогда не приводила к тому, чтобы национальная валюта укреплялась. Поэтому средняя и долгосрочная перспектива рубля, с моей точки зрения, она, скажем так, не радужная далеко. Масса есть лозунгов, криков о том, что американцы напечатали столько долларов, что доллары будут стоить как туалетная бумага. Смею заметить, что это утверждение, с моей субъективной точки зрения, крайне ошибочно и вводит людей в заблуждение по ряду причин. Во-первых, как ни крути, американский доллар — это основа мировой финансовой системы, это раз. Дело здесь не в том, что американцы силой его впихнули, а дело в том, что это удобно. И когда звучат лозунги, надо отказаться от доллара, у меня возникает только один вопрос: то, что вы хотите предложить, оно лучше доллара или нет? Если он не лучше доллара и ведет к увеличению издержек, то ваше предложение не нужно совершенно. Если оно действительно лучше доллара и оно помогает снизить стоимость транзакций, увеличить эффективность финансового обмена, тогда, конечно, надо такие варианты рассматривать. А помимо всего прочего, Америку хоронят с момента Бреттон-Вуда отмены. Хоронят, все никак не похоронят. И надо еще иметь в виду, что вот в Америке пошел рост инфляции, за счет того, что, во-первых, доллар — мировая резервная валюта, во-вторых, есть масса экономических, финансовых механизмов, и американская инфляция, она будет очень эффективно экспортироваться в другие страны мира. И поэтому здесь, исходя из анализа ретроспективных данных, скорее всего, американская инфляция, подобно сломанной плотине, улетит во весь мир
и не будет особо большой в Соединенных Штатах, нежели доллар обесценится и Соединенные Штаты рухнут. Потом, как бы исходя из возможности перенастройки гибкости систем, американская система так называемого Дикого Запада, она очень эффективна в плане гибкости перенастройки. Там нет никакой закостенелости, они очень быстро меняются, адаптируются. И в этом ее ключевая сила. Не там в авианосцах, которые плавают, не в том, что доллар резервная валюта, а именно в этом. Собственно говоря, они поэтому и заняли доминирующие позиции. И таким образом финансовая система от них зависит. И поэтому все эти мечты о крахе Соединенных Штатов, их финансовой системы, это влажные мечты, там, я не знаю, каких-то олигархических групп, не более, не менее. Так, друзья, и на текущий момент вот то, что действительно мне не нравится, это то, что идет сокращение лонгов по евро. То есть делают ставку на то, что будет уход в долларовые активы. Спекулянты режут лонги по евро, поэтому на предстоящей неделе весьма вероятно, что будет либо повторное тестирование, либо пробитие волшебного уровня и уход, возможно, на 1,1650. Так, друзья, такой интересный момент, если переходить к евро-доллар, недельный таймфрейм, движение позиций американских спекулянтов, американских, да, в основном там, конечно, американские спекулянты сидят. Если этот график растягивает, то мы сейчас с вами увидим, что по сути мы пришли в точку, которая была ранее. Вот здесь вот она была в марте 2021 года. Соответственно, от этих значений может произойти отскок и пойти движение наверх. Если отскока здесь не будет, то пробой вот этих всех волшебных значений 1,18, 1,1790 и закреплением под них должно привести к откату евро сначала на 1,16, 1,1650 и потом далее вниз. Опять же, исходя из SOTUS FTSE, вот это движение по сокращению лонгов в евро, оно, конечно, страшное, но оно не более чем приход в ту точку, которая была весной. Пока что SOTUS FTSE показывают, что весьма вероятно здесь не ужас, а разворот и коррекционный отскок и укрепление евро. Вот. Я евро-долларом не торгую, я его рассматриваю только как определенный индикатор, который порой ведет себя несколько непредсказуемо. Вот. Но тем не менее здесь нужно быть к чему готовым в евро-долларе. Либо будет закрепление на текущих значениях и уход под 1,1790. Но исходя из 4-часовых и дневных таймфреймов, то, что мы получили на прошедшей неделе, следует, что евро должно уже пойти вниз, прошу прощения, и отработать 1,1650, 1,16. То, что касается по недельным таймфреймам и по данным SOTUS FTSE, оно пришло в ту точку, где будет либо отбой движения наверх, укрепление евро, либо пойдет резкое движение вниз, цель которого будет 1,16 и далее ниже, ниже и ниже. И поэтому по евро-доллару получается вот уже 2 недели, это 3-я неделя будет, когда окончательной ясности по движению нету. Но могу сказать, общая закономерность, которая есть, разумеется, если возникают риски, и эти риски начинают расти, то все перетекает в долларовые активы. Вот такое мое видение по основным компонентам. Спасибо за внимание, хороших выходных, успешных торгов.